Всем привет! Вы долго просили меня на моих каналах чат переписки и аниматор показать лицо. Но так как ни там появление меня в кадре не предполагалось, то я решил запустить новый канал, где буду в кадре. Поэтому вуаля, как и обещал, я снимаю маску. Всем привет! Меня зовут Антон Посохов. Вы на моем канале, который с сегодняшнего дня так и будет называться Антон Посохов. В будущем здесь будет много всего интересного. Но конкретно сейчас мы будем задавать опасные вопросы монстру. Он жуткий, но интересный. Это Пеннивайз. Пеннивайз, спасибо, что пришел. Приветствую всех. Надеюсь, вы не напрасно меня разбудили. И мне не будет скучно. Какой у вас первый вопрос? Скажи, а это правда, что ты можешь трансформироваться вот прям вообще в кого захочешь? Что такое трансформироваться? Я не знаю такого слова. Ну, это означает, что ты можешь перевоплотиться в кого угодно. Например, можешь стать старой бабушкой или зомби, например. Чистая правда. Например, я могу стать тобой. Хочешь? Не-не-не, спасибо, не надо, одного меня достаточно в кадре. Поэтому давай без этого. Долго мы еще будем брать это интервью? Или я уже могу пойти домой? Подожди, мы только начали, но давай не будем тянуть время и перейдем к вопросам. Клянись, что будешь отвечать честно. Клянусь отвечать честно и откусить тебе голову в конце этого выпуска. У тебя отличный черный юмор. Но прежде чем мы продолжим, хочу вам напомнить, вы можете помочь продвинуть это видео, поставив лайк под ним и написав коммент. Ну и, конечно, не забывайте про подписку. Впереди масса всего интересного, жуткого и страшного. Итак, вопрос. Расскажи, почему ты везде ходишь с красными шариками? Потому что шарики так похожи на головы. Они так медленно летят и кивают, и говорят о том, что скоро тому, кто увидит шарик, придет конец. Раньше детки так любили шарики, а теперь разлюбили. Теперь шариками их не удивить и не испугать. А все потому, что в Хэллоуин все стали наряжаться мной и ходить с моими шарами. Как-то пробовал ходить с мороженым, но оно быстро тает, и оно такое невкусное. Просто жуть, отрава. Хорошо, а расскажи, сколько тебе лет? Я старше, чем все человечество. Я был на этой грешной земле первее, чем вы. Как же тут было скучно и тоскливо без вас. Жрать было некого. Меня самого пару раз чуть динозавры не сожрали. Так что сон был лучшим решением. Я подумал, что помру тут от скуки и голода. Но потом пришли люди, и жизнь моя стала слаще. А что значит слаще? Что ты имеешь в виду? То, что люди так боятся всего страшного. А чем больше испуган человек, тем он вкуснее. Вот твоя мама печет тортик. Тебе же нравится его запах. Ты даже еще не пробовал, а запахом уже наслаждаешься. Да, согласен, запах выпечки — это всегда приятно. Вот и со страхом так же. Перепугать человека и втянуть в себя ноздрями его страх. Это такое наслаждение. Правда, иногда, если перестараться, то вместе с запахом страха появится еще кое-какой неприятный запах. Ну ты понимаешь. Не понимаю, поясни. Ну вот слушай. Был один толстый сын фермера, которого папаша каждое утро отправлял на рынок торговать фруктами и овощами. Едет он на своей телеге, ест морковку. И тут я выбегаю из кустов в виде бешеного медведя. И как заору! Он так перепугался, прямо ужас как. И страхом за версту несло. И тут я вдыхаю и чувствую, что-то пахнет чем-то невкусным. Присмотрелся, а он обделался. Бедный сын фермера. Ничего не бедный. Зато жизнь себя спас. Весь аппетит мне отбил этой вонью. Скажи, а у тебя есть друзья? Вообще-то мне и самому с собой не скучно. Но была парочка сумасшедших, которые хотели со мной подружиться. Например, был один директор бродячего цирка. Уговаривал меня поехать с ними. Говорил, что мы заработаем много денег.
И что, ты поехал? Нет, не люблю ездить. Да и директор этот никуда не поехал. Он был вообще-то бесстрашный и мало кого боялся. У него там в цирке были и бородатые женщины, и змеи всякие. Пугала его разве что теща, мать его жены. Так вот, я перевоплотился в эту самую тещу и сожрал его. О боже, ничего себе. А это правда, что у тебя бывают и сообщники? Чистая правда. Я люблю подавлять волю слабых безвольных людишек. Тех, кого вы называете мямлями и тюфяками. Их подчинить проще простого. Например, однажды я поставил фотобудку в парке. Ну знаешь, это такие, в которых заходишь, кривляешься и потом вылезает фото. Да, кто такими пользуется? Сейчас у всех телефоны с камерами. Ну я-то об этом не знал, я спал 27 лет. Но слушай дальше. Рядом стояла тележка с мороженым, и там милая, но слабовольная тетка торговала лакомствами. Так вот, я подчинил ее волю себе, и из этой будки отдавал ей приказы. Она говорила, что отдаст мороженое бесплатно всем, кто сфотографируется в моей фотобудке. И неужели кто-то заходил? Конечно! Они бежали, сломя голову. Люди любят халяву. Так вот, как это было. Заходит человечишка, дверь запирается так, что выйти невозможно. И тут я начинаю пугать. Я рычал, орал, раскрывал пасть вот так. Ор был такой, что стены дрожали. И когда человек был напуган до предела, я его выпускал. Фоточки, кстати, тоже они получали. Они там с такими рожами. Вот смеху-то было, умора. Не знаю, это какое-то издевательство над людьми. Слушай, про тебя ходит много слухов. Расскажи, какие из них ложь, а какие правда. Например, что я ем раз в 27 лет. Это неправда. Если меня разбудить раньше времени, то я и проголодаюсь раньше времени. Или вот еще слух, мол, я люблю есть людей. Да, ем, но редко. Меня больше волнуют их страхи. Мне важнее питаться страхами, а не людьми. И, кстати, иногда своими преступлениями я очень помогаю людям. Это в каком случае ты помогаешь? Ну вот однажды я сожрал одного мерзкого человека, который много лет грабил и убивал. Кто сказал Пеннивайзу спасибо? Никто! А как ты любишь пугать? Ведь не все боятся клоунов. Вот я, например, не боюсь. А? Вовсе не обязательно бояться клоунов. Сейчас с клоунами вообще никого не напугать. Я вообще думаю распрощаться с этим образом и стать кем-то другим. Но я вот что тебе скажу. Пугаю я тем, чего бояться. Вот, например, была одна девочка, и она до смерти боялась утопленников. А все потому, что в детстве когда-то видела одного. Так вот, каждый раз, когда она шла принимать ванну, из воды выныривал я в образе утопленника. Правда, однажды она схватила душ и облила меня кипятком, и больше не боялась. Жаль, хороший был страх. Это жестоко. Ну а какой еще пример ты можешь привести? Ты знал, что страхи вызывают не только утопленники, зомби и прочая нечисть? Бывают и красивые страхи. От них удовольствия еще больше. Типа кого-то можно испугать котенком или букетом цветов? Я не понимаю. Вот был один мальчик, не боялся никого и ничего. Я долго за ним наблюдал. Он был капитаном футбольной команды и на вид был очень смелый. Но потом я увидел, как на него села бабочка, и он заорал, как ужаленный. У него лепидоптерофобия. Что? Так называется самый красивый страх. Это когда человек до смерти боится бабочек. Однажды этот капитан футбольной команды открывает холодильник, а оттуда вылетают сотни бабочек. Он так орал. Облился молоком, забился под стол. Я мучил его до тех пор, пока каждая бабочка из этой 1000 не получила свою порцию страха. А кого сейчас боятся дети? Какие у них самые страшные страхи? Давай я тебе буду показывать, а ты будешь угадывать. Заодно проверим, всех ли ты знаешь. Вот кто я такой. Ты Cartoon Cat, опасный мультяшный кот, но только какой-то не очень большой. Какая-то мини-версия. Просто твоя квартира не позволит вместить полный размер. Ты прав. Cartoon Cat в основном боятся девчонки. Визжат громче поросят.
Я однажды пришел на детскую площадку в форме клоуна, и никто не обратил на меня внимания. А потом я стал Картун Кэтом, и все роли как сумасшедшие. А кем ты можешь еще быть? Моя любимая героиня. Пожалуйста. Фу, Гренни? Кстати, я, как и она, сейчас ничего не вижу. Она и правда слепая, как летучая мышь. Но слух, отменный. Гренни боятся родители. Не знаю почему. Однажды я пришел в семью в таком образе. Дети вообще не перепугались. А вот родители орали и бегали от меня добрых полчаса. Давай становись уже Пеннивайзом, а то мне как-то не очень комфортно. Ну и пожалуйста. Кстати, знаешь, кем совершенно неудобно пугать? Слендерменом. Почему? Мне кажется, он очень страшный. Потому что у этого чувака ни глаз, ни ушей, ни носа. Я однажды весь лоб себе разбил, пока гонялся за подростками по лесу. С тех пор я готов быть кем угодно, но не Слендерменом. У меня к тебе главный вопрос. Поклянись, что ответишь честно. Клянусь костями всех, кого я сожрал. Ага. Как тебя победить? Вот ты тварь! Не скажу! Хотя я поклялся, нельзя нарушать клятвы, так ведь? Ах ты мерзкий человечишка! Откусите ему голову за такие вопросы и прямо сейчас! Как меня победить? Разве о таком спрашивают? Ладно, слушай. Не надо меня бояться, если я пришел. Не орите, а соберитесь и перестаньте бояться. А еще победите свои страхи. Перестаньте бояться всего подряд, будьте смелее. И тогда я не буду нападать. Почему ты все это рассказываешь? Потому что никто и никогда не сможет победить свои страхи. Я всегда найду тех, кто боится. А еще твой канал никто не смотрит. А вот это мы и проверим. Это были опасные вопросы для Пеннивайза. Напиши в комментариях интервью, с кем бы вы хотели посмотреть, и мы обязательно его сделаем. Пеннивайз, тебе есть что сказать? Ставьте лайки, подписывайтесь и не отписывайтесь. Тот, кто не подписался и не оставил комментарий, жди меня ночью в гости. Это были опасные вопросы. Жду ваших реакций. А пока... Пока.